Кто смелее, сделай шаг вперед. О, вот значит как. Тогда действуем так. Поединок. 1 на 1 по правилам и не жульничать. Тетушка с луком, выходи. Думаешь, тебе по силам побороться со мной? Я разрешаю попробовать. Ударь меня. Ты кем работаешь? Я просто крестьянка. Да не умеют крестьяне так драться, так что отвали лучше. Коротышка? Да, ты с разинутым ртом, мужичок с ноготок. Выходи. Да. Я таких обманщиков прям презирал всегда. Уйди. Ты крутой, да? Выходи. Ладно. Тут и выбора-то нет. Одни слабаки никудышные. Поединок отменяется. Под обзором на Pender вы оставляли множество комментариев, чтобы я обратил внимание на другие моды, но среди них просьбы сыграть в Перисно сияли ярче всех. Долго я откладывал возвращение в Mount & Blade, но от судьбы не уйти. Те из вас, кто подписан на мой ТГ-канал, ссылочка в описании, кстати, были свидетелями всех 5 стадий принятия Перисно. Да сука! Вот так! Которые, по чистой случайности, совпадают с 5 стадиями принятия неизбежного. А именно отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение. В этом видеоизложении я, честный гомес, постараюсь кратко и доходчиво пояснить, что не так, а что так, с модом Перисно для игры Mount & Blade. Дисклеймер. Видео на сколько-то там процентов состоит из сравнения с пророчеством Пендера, поэтому перед просмотром этого ролика настоятельно рекомендую посмотреть базированный обзор на этот мод по всплывающей подсказке. А тем, кто его уже видел, приятного просмотра. По устоявшейся традиции начнем с корней, а именно релиза первой версии мода, команды разработчиков и другой сопутствующей информации, которая поможет нам понять, каким проект изначально позиционировался. Знакомьтесь. Mikado. Титульный разработчик Перисно. Поскольку я в первую очередь ютубер, то при поиске информации о Сабже первым делом направился на родную площадку и нашел его канал с 225 публичными записями и 1000 аудиторией. Сперва я отыскал его самый ранний ролик по Перисно. Им оказалась вот эта запись от 19 июля 2013 года, описание которой гласило, что видеоряд демонстрирует битву юнитов Драхары против Тальрании. Причем название второй фракции написано с ошибкой, хотя, возможно, он планировал ее назвать так изначально. Самое важное тут это вторая часть дескрипшена, сообщающая, что тест показывает некоторые графические и звуковые улучшения, а также новые войска. Это нам говорит о том, что еще до публикации видео летом 2013 года Микейдер уже какое-то время работал над своим проектом. Ролик, в котором разработчик впервые указывает версию своего мода 0.5, был опубликован менее чем через 2 месяца. 2 августа. И хоть чат GPT убеждал меня в том, что самой ранней версией мода был 0.1, опубликованный на ModDB в декабре 2013 года, эта информация противоречит тому, что мы могли видеть на канале Микейдера. Никак не сходится по датам. Поэтому я делаю вывод, что первой загруженной на ModDB версией была Альфа 0.3, выложенная автором 3 января. И я специально скачал ее, чтобы узнать, с чего же начиналась разработка мода, но обнаружил, что в Альфе не было ни новой системы создания персонажей, ни глобальной карты самого Перисно. По сути, все версии до 0.61, опубликованной 14 января 2014 года, были ничем иным, как прототипом на кубах, с добавлением новых ассетов и заготовок под будущие фракции. С версии 0.71 проект начал приобретать конкретные очертания актуальной версии мода.
хотя и многих элементов из текущей сборки 1.4.5 еще не было. Отсутствовала раса гигантов и ряд мелких фракций. Тем не менее, именно версию 0.71, загруженную на ModDB 29 ноября 2014 года, стоит брать за нулевую точку отсчета, если мы говорим о функциональности мода. Окончательно же он оформился в версии 1.0, что логично, опубликованной 8 апреля 2020 года. Текущая же версия была выложена 14 июля 2022 года. На разработку прототипа у Микейдера ушло больше года, а на релиз полноценной игровой версии почти 4. В то время как первая же опубликованная версия POP для истории героя уже была играбельной. А за почти 10 лет мод был вылизан и доведен во всех аспектах до идеала. Разработка Перисна идет уже больше 12 лет, и в отличие от Пендера, проект не закончен. Ну и качество, в том числе технических решений, над данной итерацией мода также оставляет желать лучшего. Конечно, упоминая этот факт, я не преследовал цели специально принизить труд Микейдера. У всех креаторов разный уровень таланта, потенциала и темпа его реализации. Вполне возможно, что я, как игрок, имеющий множество претензий к версии 1.4.5, буду полностью удовлетворен следующим патчем 1.5, который, судя по дэшборду на Trello, все же стоит ждать в будущем. Тем более, что я увидел в описании некоторые проблемы, которые будут озвучены далее в ролике. А это уже говорит о том, что автор о них знает и планирует исправлять. Думаю, контекста по разработке мода я накидал достаточно. Пора помочить ножки в его наполнении, а начнем мы погружение, так же как и в обзоре на Пендер, с лора. Тем более, что тут нам обещают уникальный, ни на что не похожий мир. На текущий момент развития лора история мира насчитывает 7 временных эпох. Заря цивилизации. С 1000 по 680 год до эры Нафали. Континент заселяли великаны, Нафали, гномы и люди. Товианы. Люди численностью уступали другим расам, но со временем начали осваивать центральные земли региона, вытесняя их обитателей. В 795 до века Нафали сформировалось первое древнее королевство Перисна под правлением Макариуса Меландриуса 680-450 до эры Нафали. Товиане расширяют свои владения. Это период их активной экспансии. Молодое королевство дипломатическим путем присоединило к себе соседние территории. В то же время начали вспыхивать первые конфликты с Нафали и великанами. Эра Нафали. Нулевой 150 год. Лесной народ достиг пика в развитии магии, искусства, экономических и культурных сферах. В этот период между расами сохранялось хрупкое равновесие, но усиливались внутренние противоречия. Перед бурей. 150-316 год. Эпоха мнимой стабильности. Хотя причин для будущего кризиса не наблюдалось, внутренние политические трения и приближающаяся интервенция со стороны соседних держав накаляли обстановку в королевстве Перисна. Первые прибытия. 316-330 год. На континент прибыли первые иноземные завоеватели. Готовились полномасштабные вторжения. Армада Хакона. 330-363 год. Флот империи Хакон приблизился к берегам Перисна. Начались кровопролитные войны с захватчиками. Местные фракции пытались противостоять внешним врагам. Это время, когда зарождались новые союзы. Северные вторжения. С 363 по 365 год. С севера нападает Рейх Дракона и довольно быстро закрепляется на захваченной территории. Последним вторжением было нападение на северные острова клана Валахира в 364 году.
Захватчики бежали на юг от суровой зимы, в земли Перисна. Это только самая базовая информация по хронологии. Я скипнул несколько не самых последних по значимости событий, но о них поговорим уже сейчас, потому что от истории континента мы переходим к истории фракций. Для удобства буду представлять их в порядке возникновения, от наиболее старых государств к наиболее молодым. Аруоло-Аджбвакан – изолированное племя, занимающее один из удаленных островов на юго-западе континента. Пожалуй, самая самобытная фракция Перисна. Эдакие друиды в деревянной броне, сражающиеся говном и палками верхом на медведях. Имеют в своем распоряжении уникальное метательное оружие – листовые бомбы, которые выступают в качестве некого биологического оружия, способного массово сводить с ума попавших под его воздействие врагов. Никакой особой роли в контексте глобальной истории Пендера племенам Аурола не отведено. Они просто человые аборигены. Их единственной вотчиной на момент начала игры является город Калитака, а место предводителя фракции занимает Аурола Помаахкаа. Гиганты Суд и гиганты Бахал сформировали два северных королевства великанов. Товиане и Нафали переселили макрочелов с комфортабельных земель в центре Перисна на предгорье. И даже после этого гонения на них со стороны людей не прекратились. Люди из Рейха, например, продолжают убивать и порабощать гигантов. Но даже в подгорных лесах места для всех не хватило. Поэтому часть гигантов мигрировала дальше, на побережье Бахала, что в переводе с языка великанов означало «земля изгнанников». Там народ едва сводил концы с концами, пока их не сплотил вождь Варска. Сейчас на троне гигантов Бахала восседает его потомок – Вандер Йорнлейкер. Он продолжает дело своего славного предка, не оставляя попыток захватить весь континент для своего народа и отплатить вероломным сородичам из Сута, которых возглавляет Азар. Следующим свое королевство Элетнор зарегистрировали Нафали, самая таинственная раса Перисна. Известно, что в 332 году эльфы объединились с людьми, чтобы дать отпор империи Хакон в битве при Халфите. Товиане были впечатлены мощью нафалийских стрелков и взяли на вооружение их приемы ведения боя на дистанции. Кстати, по итогам той битвы завоевателей удалось отбросить, что все равно не способствовало упрочнению отношений между двумя народами. Эльфийские леса раскинулись на юго-западе Перисна, а у власти в Ленторе на момент начала игровых событий стоит королева Арван. Тут стоит немного отойти от хронологии возникновения государств, чтобы рассказать о таком королевстве, как Гелдор. Это, по сути, мятежники Элентора, не признающие власть королевы. Истинных мотивов, побудивших их сражаться с сородичами, доподлинно не знает никто, кроме, может быть, короля Ренио. Но он о них не распространяется. Войска Гелдора смертоносны и многочисленны, но на стороне фракции не хватает толковых полководцев, готовых вести их в бой. По этой причине единственным владением мятежников на момент начала игровых событий является крепость Азуре, возвышающаяся на юго-западной оконечности полуострова. Теперь продолжим идти по датам возникновения государств. И на очереди у нас конфедерация Кайкот. Это дворфийская держава. Гномы в Перисна – классические кузнецы-шахтеры-металлурги, кующие лучшее снаряжение и все такое прочее. После развала Единого Королевства гномы получали по щам ничуть не меньше, чем те же гиганты. Но если здоровяки огребали преимущественно от людей, то карликов по всем канонам фэнтезийной классики попускали эльфы. Ситуация в стране начала стабилизироваться только после избрания Верховного Короля, коим нарекли Блуина I. Он и возглавил объединенную армию в освободительной войне против Нафали. Но одного только боевого духа было недостаточно, чтобы потеснить ехидных эльфов с насиженных территорий. В итоге большая часть дворфийского войска откисла, что позволило прибывшим на континент хаконцам и толеранийцам
тупо загнать оставшихся карликов в их норы. Король Блуин не хотел умирать конченным неудачником, а потому решил пасть в битве, обороняя южные города, чтобы потомки запомнили его храбрым воином. Но своей смертью король создал куда больше проблем, ведь он не назначил наследника. Это привело к тому, что на трон взошел не его сын, тезка Блуин. Совет Тархан, наверное, решил, что второго короля с таким же именем их страна не переживет, а некий Бергнар из Нимазара. И он правит конфедерацией по сей день, а его девизом остается фраза «Я верну то, что по праву принадлежит нам». Еще один осколок Элентора – царство Сокола. Группа лордов Нафали, уставших от постоянных нападений на другие народы и утомленные непрекращающимися дрязгами, они решили занять горы на юго-западе Перисна и ведут исключительно оборонительные войны, отражая нападения империи Хакон и сопротивляясь влиянию своих сородичей, которые хотят принудительно вернуть их в состав Элентора. Во главе царства стоит фельдмаршал Гуннар. Республика Макавия возникла приблизительно в тот же период времени, что и королевство Сокола. Это самая свободная страна на всем континенте. И все в ней было бы хорошо, если бы не срачи вокруг религии. Население разделилось на почитателей новых и старых богов. Знать также разделилась по признаку веры. Лорды, поклоняющиеся старым богам, жестокие, склочные, жаждущие войн и стремящиеся к захвату новых земель. В то время как аристократия новой церкви желает мира и процветания без кровопролития. Король Агатор Крекс сам является приверженцем старой веры. Его поддерживают воинственные лорды, в то время как миролюбивые презирают. Следующим королевством, возникшим на землях Перисна, стала Талерания. Вообще трудно представить, как переселенцы, бегущие из империи Хакон, смогли без кровопролития занять центральные земли континента, считающиеся самым лакомым кусочком. Ведь эти территории, по идее, были центром старого единого королевства. Даже если оно распалось за столетия до прибытия толеранийцев, вряд ли бы некогда процветающие города опустели, а люди предпочли жить в более суровых условиях на севере. Тем не менее, из хроник капитана Отто Вейфшора мы узнаем, что на момент прибытия переселенцы не столкнулись с местной жизнью, что бы то это ни значило. Более детальных пояснений в игре нет. Поэтому нам остается только на веру принять, что в 323 году Талерания уже считалась процветающим государством, во многом за счет торговых соглашений с Макавией, которая, видимо, за десятилетия отсутствия конкурентов в освоении плодородных центральных земель предпочла подождать тех, кто будет продавать им блага этой самой плодородной земли за деньги. Наверное, знать была занята перебранкой, поэтому не обращала свой взор на никем не покоренные территории южнее их страны. Звучит вполне логично. Но недолго толеранийцы наслаждались беззаботной жизнью, ведь те, от кого они бежали с родины, постучали в дверь. В 1330 году флот Хакона прибыл в Перисна и началась война. Страной на момент начала игровых событий управляет король Торлиан. Ну и самое время обратить свой взор на главного завоевателя всего Перисна – империя Хакон. Ее родина – другой континент – Аттасия. Империя наращивала свое влияние за счет парусного флота. Она подчинила себе множество народов и племен, включая толеранийцев, которые не желали мириться с порядками, навязанными завоевателями, поэтому при первой же удачной возможности вышли из состава империи и сбежали в Перисна. При правлении императора Комри Талкисона в 329 году случилось еще одно восстание, в ходе которого недовольные властью дворяне снарядили армаду и покинули берега Аттасии в поисках земель, на которых можно было бы обосновать новую империю. На момент начала событий Хакон удерживает южные земли Перисна на границе с пустыней. Империей правит Сидерис. Орда Кулан прибыла в Перисна примерно в одно время с хаконцами. Покинуть родной континент Чаштадию их вынудили природный катаклизм и перенаселение.
Ну, не обошлось без пророчеств и межплеменных войн, но суть одна. В 330 году флот кочевников отправляется в плавание, но во время шторма корабль вождя идет ко дну. 5 выживших его детей становятся лидерами Орды, а их предводителем нарекается третий сын Кулуана Башман-Баатур. Захватчики высаживаются на востоке Перисна и возводят там город Туматархун, откуда планируют завоевать все близлежащие земли. В пустыне Ушании испокон веков жили люди, но их трудно было назвать единым народом. В 354 году на землях самого многочисленного племени Джахаранов объявился человек по имени Юсуф, который утверждал, что его к ним направил сам Бог. Многие поверили в то, что таинственный мужчина и впрямь обладает невероятным даром и способен творить чудеса. Юсуф собрал вокруг себя немало последователей и задался целью объединить племена Востока, чтобы потом покорить Запад. Он расправился с пустынными налетчиками, создал из бедуинов личную элитную гвардию и даже заручился поддержкой ассасинов. Увы, но даже все ранее перечисленные достижения султана Юсуфа аль-Салаха не приблизили дарахарцев к заветной цели – завоеванию Запада. Они по-прежнему обитают среди песков пустыни Ушании на востоке континента. Про рейх речь уже заходила, когда я рассказывал про хронологию событий в мире игры. Это переселенцы с континента Тайненхейм. Примечательны по большей части тем, что на их родине обитали драконоиды, некоторые виды которых, например, виверн, рейхсмены смогли приручить и использовать в качестве ездовых животных. При помощи религиозных орденов, укомплектованных драконьими всадниками, и развитой промышленности, эта военизированная фракция смогла захватить территории на севере, вытеснив оттуда обитавшие там ранее племена Фалки. Государством руководит кайзер Оттон IV. Монархия Кретос – крохотное сопротивление, борющееся с разрастающейся гегемонией рейха. Их лорды де-факто представители того самого коренного народа. А леди Лиана вообще дочь местного героя по имени Заладек, который номинально возглавляет минорную фракцию или кафалки. Королевство проводит реформы армии, дабы противостоять в сражениях с превосходящими силами врага, но рейх не расценивает их как серьезную угрозу. Правит монархией Кретос король Ауллас. Только на монтаже заметил, что забыл внести в сценарий информацию по клану Валахир. Как я уже говорил ранее, этот народ прибыл в Перисно, спасаясь от суровой зимы. Это буквально весь их бэкграунд. Они захватили северную оконечность полуострова. Правит налетчиками король Ингвельд. И на этом с мажорными фракциями все. Те, кто играли, скажут, что я не назвал еще 2 государства, но их лор очень опосредованно связан с Перисно. Про одно из них мы поговорим в другом блоке. Стоило еще бы рассказать про богов и про минорные фракции, такие как упомянутые ранее или кафалки. Сделать это весьма проблематично, ввиду того, что единой структуры у них нет. Вернее, не так. Структура-то, конечно, присутствует, но только в сравнении с тем же Пендером, где у одной мажорной фракции была одна минорная фракция-антагонист, поклоняющаяся какому-либо божеству, и около 2 орденов на территории государства. В Перисно у нас вместо этого винегрет из всевозможных организаций по типу ассасинов Ралдаюна, рабовладельцев Десука, небольших племен, таких как амазонки Анкараса, рейдеров Массори. Особняком существуют всякие там религиозные группы и культы вроде рыцарей Орла, Волка, Церкви Веры и почитателей Гразира. Кто-то может возразить, что вообще-то в Пендере тоже была сборная солянка со всякими там красными братствами, врагами из прошлого, орденами Святого Креста и сингальскими работорговцами. Но в рамках этого блока не хочется приводить аргументы, опирающиеся на геймплей, поэтому, рассматривая проблему раскрытия многообразия минорных фракций в Перисно, стоит искать корень всех бед именно что в этом самом раскрытии. И я честно пытался узнать больше о разных малых организациях.
И эпизодически, через дополнительные задания, которые порой складывались в целые арки, мне даже удавалось что-то почерпнуть о тех или иных минорных фракциях. С грехом пополам можно заявить, что из 18 только 6 фигурируют в побочных квестах. Ну а развитие получают и вовсе только половина из них. Но дальнейшее обсуждение этого аспекта, как подводное течение, унесет нас на глубину геймплейных тонкостей мода. И, конечно, выводы, в том числе по лорной составляющей, будет легче и обоснованнее делать после того, как мы рассмотрим все аспекты Перисна. К сожалению, тут все не задалось с самого начала, но обо всем по порядку. Первым делом после установки Перисна я пошел искать русификатор. Никаких особых инструкций с ним в комплекте не шло, так что я распаковал его по стандартной схеме в папку с модулем, поменял язык и запустил игру. Однако встретила меня такая картина. Окей, может я что-то упустил. Пошел искать инфу на форумах, но там об этой проблеме никто не распространялся. Тогда пришлось привлечь администратора ТГ-канала, господина Саарона, чтобы он проверил, будет ли ошибка воспроизводиться у него. И что бы вы думали, все то же самое один в один. Благо мой бро быстро разобрался в проблеме и понял, что она возникает из-за отсутствия шрифтов. Поэтому было принято решение подрезать их из пендера, после чего текст начал отображаться. Вопрос: а какого хрена? С русификатором не идут шрифты, необходимые для его поддержки в игре. Это вопрос со звездочкой. Так же, как и почему никто за 3 года с момента выхода перевода не написал о том, что установка этого самого перевода руинит отображение текста. Просто ни с одним русификатором, который я устанавливал до этого, никогда не было подобных проблем. Думаете, на этом все? Ну, как бы не так. Настолько ленивый, забагованный и всратый перевод для Mount & Blade мне доводилось видеть лишь единожды. Когда Bannerlord только вышел в ранний доступ, и кто-то на скорую руку через промпт прогнал весь текст, засунув его обратно, без какой-либо попытки осмыслить, что получилось на выходе. Меня зовут Тактеус, я доктор по профессии. Ну, я был немного похож на квест, но теперь я думаю, что на самом деле не создан для такого рода вещей. Здесь то же самое. Какие-то фразы переведены дословно, где-то по классике перепутано род, склонение, спряжение. Но больше всего пугают опечатки, ведь они свидетельствуют, что кто-то все-таки текст читал и пытался исправлять, хотя следов самих исправлений не видно. Хуже всего, что русификатор сделан хреново не только художественно, но и технически. Проебана часть текстовых гиперссылок, которые должны были отображаться в оригинале, перепутаны метки, из-за чего я unrecognized токен. Уважаемый автор перевода месье Вассул, я, конечно, понимаю, что вы ничего никому не должны, и спроса с вас по факту никакого быть не может, но будучи автором единственного доступного русификатора, вы можете с чистой совестью сказать, что хотя бы попытались. Ихнее! Ихнее! Ну все, теперь все вопросы с локализацией автоматически отпали. Повторюсь, прошло 3 года, а никто, ни автор перевода, ни фанаты модификации, не удосужились привести настолько важный аспект к какому-то удобоваримому виду. Вывод напрашивается сам собой, но озвучивать его сейчас я не буду, приберегу для подведения итогов. В общем, начало моего погружения было не самым приятным. У себя в голове я твердой рукой провел грань между оригинальным контентом мода и косяками локализации. Если говорить о первых позитивных эмоциях, то, конечно, меню создания персонажа произвело на меня впечатление. До этого во всех модификациях генерация ГГ использовала видоизмененные лекала ванильного варбанда. Здесь же игрока встречает уникальный интерфейс с отличной визуализацией, информативностью и притом весьма органичной. Отличительной фишкой Перисна являются заготовленные предыстории для главного героя.
2 за человека и 1 за дварфа. Они включают в себя не только индивидуальные пресеты навыков, но и старт в уникальной локации. Конечно, играть за персонажа с заготовленной предысторией я не стал, но глянул одним глазком, что там такого интересного сделала Микейдер. И, честно сказать, после увиденного не пожалел, что выбрал кастомного персонажа. Судя по Вике, сюжетное продолжение имеет только история налетчика с Северного острова, в ходе которой нам предстоит отомстить одному из лордов клана Валахиров за убийство товарища. История купца, потерпевшего кораблекрушение, существует постольку-поскольку. А вот старт за гнома в шахте... Впрочем, об этом поговорим позднее. Сейчас же вернемся к началу игры. Я создал персонажа Нафали не случайно. У этого было как минимум одна причина, которая позднее стала оправданием. Сперва у меня был просто интерес сравнить силу стрелкового оружия Перисна с пендеровской. Затем я просто понял, что если бы создал другого персонажа, возможно, сейчас бы вы не смотрели это видео. И сразу для тех, кто уже начал возмущаться. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что и Перисна, и Пендер реально пройти условными воинами-двуручниками. Но также очевидным становится тот факт, что выбрав для себя такой путь, вам придется буквально поселиться в игре. И 1-2 сотнями часов вы уже не отделаетесь. Речь сейчас, конечно же, идет про первое прохождение модуля, когда игрок еще не знает, чего от него ожидать. Есть, конечно, люди, и я их не осуждаю, которые предпочитают жить в одной игре. Но мне идея потратить реальный месяц своей жизни на фарм опыта в однотипных боях, выполнение радиант-активностей и выдрачивание циферок кажется весьма сомнительной. Я ничего не имею против фарма. Даже напротив, я в некоторой степени люблю репетативность в играх. Люблю гринд, но должен быть разумный предел. И я готов потратить условные 10 часов фарма, чтобы получить 10% пауэрап. Проще говоря, я сторонник того, чтобы силы и время, которые игрок потратил на выполнение не самых оригинальных активностей, даже если мы говорим о песочнице, где эти активности составляют core геймплей, окупались ощутимым прогрессом. Мне кажется, нет ничего хуже осознания, что ты, тратя 100 часов, топчешься на одном месте. А это именно то, что вы будете ощущать, играя в Перисна впервые за любой другой билд, отличный от стрелкового. Если в Пендере вы выбирали лук, потому что он манил вас своим чизовым геймплеем, то в Перисна у вас будто бы и нет других вариантов для того, чтобы вносить какой-то импакт в бою. Особенно при осадах. И это наталкивает меня на одно очень интересное наблюдение. В Перисна будто бы нет никакой четкой системы сил, нет баланса. С первых минут игры, путешествуя по глобальной карте и пытаясь сражаться с разными врагами, я начал догадываться, что в этом мире правит гигантомания. Ну, не в плане, что тут рулят гиганты, ну, вы поняли. И если Пендер был просто враждебен и опасен, бросал игроку вызов с первых минут, то Перисна бросает игрока на прогиб и предлагает ебаться со всеми проблемами как хочешь. А ебаться придется, и частенько в пассивной роли вопреки вашему желанию. Начал я с того же, с чего начинал всегда, побегушки по поручениям лорда фракции, который планировал присоединиться. В данном случае Элентор. Опустим ту часть, где я говорю очевидные вещи по типу беспонтовости таких заданий, как доставка писем и профитности квестов на сбор налогов. Перейдем сразу к моменту, когда я нанялся на службу наемником. Конечно, я даже не надеялся, что Нафали будут по силам как Нолдеры. Просто потому, что тут каждый второй элитный юнит просто бы напихал пендерским эльфам за щеку. По крайней мере, я считал, что Элентор будет калькой с Равенстерна. Но на деле все оказалось не так. Пешие стрелки, такие как Хранители и Алые Рейнджеры, это просто какое-то разочарование. Во время осад они терпели тяжелейшие потери при конкурентной борьбе со стрелками других фракций, таких как Тальрания, Макавия и Рейх. Да что уж говорить, если они даже в чистом поле не всегда могли залпом остановить продвижение пехоты. Если у вражеских солдат были щиты, считайте, что в 9 из 10 случаев они не просто дойдут, а добегут. Да, в моде есть спринт,
до ваших додиков и засунутым их луки в чистом поле абсолютной метой стали конные стрелки за счет настройки поведения ИИ, которая в Пендере была опциональной, а в Перисна включена по умолчанию. С ней верховые лучники не летят в лобовую атаку, а делают ровно то, чего от них ждут. Скачут кругом и расстреливают врагов с дистанции. И против такой стратегии уже бессильна большая часть пехоты, как стрелковой, так и ближнебойной. Щиты не спасают от града стрел с разных направлений. Высокая мобильность делает всадников непоражаемой целью для неподвижных лучников. А обычная конница терпит потери в попытке догнать верховых стрелков. Опять же, все вышеозвученное – это наиболее частые ситуации. Можно, конечно, говорить, что конница рознь, да и случаи, когда пешие стрелки могут дать отпор, есть. Например, если сгенерировалась арена с возвышенностью, на которую кавалерия просто так попасть не может. В Пендере баланс войск был выстроен вокруг особой специфики. Войска вторжения всегда были чуть сильнее, чем фракционные. У государств с сильной регулярной армией, таких как Равенстерн, были более посредственные рыцарские ордена, типа Ордена Дракона. Нолдоры не представляли угрозы как захватчики, но при этом являли собой ультимативную силу. Их бойцы чуть ли не единственные юниты, которые обладали как высокими характеристиками, так и уникальным снаряжением. В Перисна такого попросту нет. Я наиграл более 200 часов, но так и не понял закономерность распределения сил. И речь не о маленьких фракциях типа Гелдера, у которых значительно меньше территорий и лордов, но более мощные войска, что, к слову, все равно не спасает их от аннексии соседей. Речь о крупных фракциях, уникальных спавнах и минорных фракциях, враждебных по отношению к игроку. Большую часть игры вы будете недостаточно сильны, чтобы противостоять им на боевой арене. Если в Пендере были куалисы в качестве уникального ресурса, за который можно было покупать уникальные пауэрапы для себя или армии, то в Перисна нет никакой системы роста силы. Вы можете просто случайно поговорить с каким-то лордом, и это увеличит вашу характеристику. Другие ваши статы тоже живут своей жизнью, повышаясь где-то за кадром. Но их рост вы не будете ощущать, потому что у врагов они изначально на запредельном уровне, сравняться с которым даже за 200 часов игры у вас вряд ли получится. Но это не значит, что модуль не предлагает варианты планомерного пауэрапа. Мы обязательно разберем квесты на получение реликвий и артефактов. Однако вопрос, так ли помогает обретение легендарных вещей сокращению разрыва, остается открытым. Пока вернемся к тому, на чем остановились, и поговорим о том, что мне понравилось. Подходит к концу контракт наемника, я с огромным трудом наскреб славы на вассальную присягу и примкнул к фракции. Принеся клятву верности королеве Арвен, я обнаружил, что в разговоре с лордами Элентора, которые комментировали мое поступление на службу, у меня появлялись уникальные реплики, позволявшие на пару пунктов поднять их расположение. Маленькая, но весьма приятная деталь, которую я не мог не отметить. Нельзя также проигнорировать новые функции команд для битв. Теперь игрок может не только отдавать приказы своим войскам, но и воодушевлять солдат, восстанавливая их здоровье. Оказывать себе первую помощь непосредственно в сражении, брать боеприпасы у своих стрелков и многое другое. Но и тут не обошлось без ложки дегтя. По непонятной мне причине Микейдер решил тупо вырезать такую базовую функцию, как сундук со снаряжением в стартовой точке боевой арены, что не есть хорошо. Так же, как и в Пендере, в Перисна имеется система случайных событий, энкаунтеров и спаунов. Только если в первом модуле особо важные события сопровождались характерным звуком, чтобы игрок их не пропустил, во втором внимание на ивентах никак не акцентируется. Да и в целом, за все время игры я не столкнулся с ситуацией, когда армии вторжения становились бы угрозой отдельным фракциям, или совершали какие бы то ни было действия, кроме беготни за более слабыми отрядами. Было ровно одно исключение, которое мы обсудим в следующем блоке. В то время как в Пендере игроку довольно часто предоставляли возможность принимать решения касательно проблем, возникающих в его феодах, и у принятых решений были свои последствия, влияющие на благосостояние и лояльность населения,
В Перисно аналогичные ситуации разыгрываются без участия игрока и имеют два сценария. Первый – проблема благополучно разрешилась, благосостояние и лояльность возрастает. Второй – проблема усугубилась, благосостояние и лояльность падают. Принимать какие-либо решения игрок может только в случайных энкаунтерах, которые могут выпадать во время путешествия по карте. Теперь снова к плюсам, на сей раз в ролевой части игры. Был добавлен крайне важный навык отряда фуражирования, отвечающий за сбор и обеспечение солдат провизией. Высокий показатель этого навыка у вас и нескольких компаньонов не только освобождает от необходимости закупки гнилая цыпленок, но и помогает в поддержании высокого боевого духа. Особенно ценен этот навык при длительных осадах, когда вам нельзя отлучаться от ворот осаждаемого поселения, дабы пополнить провиант. Но и это не последний способ снабжения армии провизией, добавленной в моде. Микейдер реализовал полноценную систему охоты. Это способ не только добыть мясо, но и шкуры на продажу. Вполне неплохая система заработка на старте, хоть я ей особо и не пользовался. Таких вот приятных микромеханик в модуле очень много, но если я продолжу разбирать каждую, хронометраж этого ролика умножится на 2. Так что возвращаемся к глобальному геймплею. В большинстве модулей, что я играл, как и в оригинальном Warband, у глав фракций нет семей в привычном для игры понимании. Это сделано для того, чтобы игрок не мог встать во главе государства через брак. В Дипломасе, помнится, была опция женитьбы на Изола де Суна, если игрок помог ей занять престол Свадии, и совместное управление государством. Так вот, к чему это я? В Перисно Микейдер пошел на весьма смелый шаг и создал семьи для глав государств. Так, например, у королевы Арван была весьма миловидная дочь, принцесса Линтарадил, на которую мой Ханастелион положил глаз, и не только. Добиться ее руки и сердца было на удивление просто, и вот за каких-то пару внутриигровых месяцев я уже стал членом королевского рода и в качестве привилегии получил право распоряжаться во владениях моей жены. У меня был доступ к гарнизону ее города, в котором находилось более 600 воинов, половина из которых является элитой. Это был первый шаг на пути к триумфу. Оставалось только дождаться, пока меня сделают маршалом. Хотя и без моего активного участия Элентор весьма успешно теснил Тальранию. К моменту, когда мне доверили командовать войсками, почти все центральное государство уже было захвачено нашей фракцией. Оставалось буквально пару замков, которые мы захватили в кратчайшие сроки. Так королевство Тальрания пало. Мудрый стратег не оставляет тылы неприкрытыми. И раз королева назначила меня на должность верховного командующего, я должен был мыслить шире и смотреть в будущее. Именно поэтому мной было принято решение напасть на давнего врага Элентора – Гелдер. Одной из весьма полезных фишек мода является возможность предложить сюзерену развязать войну с другим государством. Важно в разговоре упомянуть причины, по которым целесообразно развернуть военную кампанию. В случае с Гелдером аргументы долго искать не требовалось. В их распоряжении был лишь один замок и 3 лорда на всю фракцию, включая короля. Угрозу представляли лишь бесконечно появляющиеся военные отряды численностью от 100 до 200 воинов Гелдера. Как я уже говорил, их армия по качеству превосходила нашу. Поэтому я объединил силы всех лояльных лордов. Было непросто удержать их в узде. Они то и дело пытались разбежаться, но спустя несколько отчаянных попыток нам все же удалось разбить боевые отряды Гелдера и взять штурмом крепость Азуры. Это была ошеломительная победа. 2 ветви Нафали вновь стали единым целым. Пока Элентор покорял юго-запад континента, восточнее бушевали войны, которые вели другие фракции. В ходе их экспансии пали такие королевства, как Монархия Кретос и Орда Куулан. Нашим же противником стала Макавия. Большая часть северных поселений пала, не оказав достойного сопротивления, но не город Форде. Однако историю о его штурме я поведаю чуть позже. Пока расскажу о том, как в наше противостояние с Макавией бесцеремонно вклинились аборигены из племени Аруола. Эти тупоголовые дикари решили напасть, пока мы были заняты покорением севера.
Но они не учли, что во главе армии Нафали стоял не какой-нибудь граф Берегидон, а сам лорд Ханастелион. Мы совершили стремительный марш-бросок к нашей столице и захваченной ранее крепости Гелдора, отбив нападение дикарей. Оттуда выдвинулись на захват их единственного города Калитака. Это было одно из самых интересных сражений. Несмотря на то, что наша армия была в нападении, ей удалось занять наиболее удачную позицию, с которой можно было без труда расстреливать вражескую пехоту. Все было бы идеально, если бы не метатели Аруола, которые использовали листовые бомбы, сводившие с ума тех, кому не посчастливилось попасть в радиус их поражения. Даже так, дикари ничего не смогли противопоставить моему тактическому гению, и, понеся незначительные потери, мы завоевали племя Аруола. Однако на севере все еще неприступным рубежом возвышался Форде. Город было трудно взять не только из-за его расположения. При штурме атаковать приходилось со стороны порта, пробираясь к стенам по узеньким трапам, прокинутым с лодки на лодку. Но и по причине... Да, это первый, но далеко не последний раз, когда при штурме городов я ловил критическую ошибку. Даже если битва шла гладко и мы одерживали победу, ошибка падала уже после триумфального сообщения, и игра передавала привет рабочему столу. Не буду врать, вкупе со всеми ранее описанными моментами, которые вызывали у меня раздражение и мешали в полной мере насладиться игровым процессом, рука уже тянулась, чтобы включить читы. Но я сделал глубокий вздох и просто сменил стратегию. Если город не получалось взять в режиме реальной битвы, значит нужно было сделать это через автобой. Но проблема была в том, что даже с поддержкой большинства лордов вражеский гарнизон был слишком силен. И тут на помощь пришли забытые технологии древних – осада. Мне нужно было выждать ровно 2 месяца. И скажу я вам, это был столь же увлекательный экспириенс, сколь и жопосжигательный. Ведь чем дольше длится военная кампания, тем быстрее растет уровень разногласий. А чем выше уровень разногласий, тем меньше лордов желают поддерживать ваши решения, в том числе и решение участвовать в походе. Значительная часть войска разбежалась в первый же месяц осады. Я остался в гордом одиночестве. Несколько раз на меня нападала случайно забредшая в эти края армия вторжения. В остальных случаях меня атаковали лорды, до поры до времени терпевшие в стенах Форде. Так или иначе, спустя десяток перезагрузок и 60 внутриигровых дней, около 3 часов реальной жизни, город был взят. А вместе с ним вскоре пала и вся Макавия. Решив, что второй такой осады мое сердечко может не выдержать, я попросил королеву Арван даровать Форде мне, и эта просьба была удовлетворена. На тот момент в моем распоряжении уже находилась деревенька Темпа, которую я получил при поступлении на службу, и город Гальве, главный оплот мудрости всего Перисна, рядом с которым находилась легендарная Великая Библиотека. Параллельно со сбором земель я подготавливал почву для будущего восхождения на престол. Мои спутники уже какое-то время путешествовали по Перисна, прославляя принца Ханастелиона как единственного законного претендента на трон Объединенного Королевства. Я даже посетил древнюю нафалийскую святыню, где жрица богини увидела во мне избранного, которому суждено положить конец всем воинам. Однако, чтобы не думали обо мне простые люди и знать, принцесса Линтрадил продолжала видеть во мне лишь своего благоверного, но никак не будущего правителя Элентора. Весьма занимательно, что в поддержке она мне отказывала под предлогом безграничной преданности своей матери. Но стоило мне предложить ей свою поддержку в ее свержении, как дочь внезапно забывала о верности и по первому же зову готова была отправиться за короной. Women. Подумал про себя Ханастелион. Нужно было искать иной предлог, чтобы начать войну за независимость Перисна. Победоносное шествие Нафали на север продолжалось. Клан Валахир и государство гигантов пали под натиском наших стрел. Рейх пытался держаться в стороне, но не мог так долго закрывать глаза на экспансию лесного народа. Когда война была объявлена, одним из городов, которые я захватил, был Фрайсинг. Этот феод я надеялся получить под свое управление.
Однако я знал, что королева откажется передавать его мне из-за высокого уровня разногласий и ранее присужденных земель, коих под моим управлением было несоизмеримо больше, чем у любого другого вельможи Элентора. Так и вышло. Арван не поддержал моих притязаний, что позволило мне отказаться от присяги, сохранив все владения. И с этого момента началось мое восхождение как правителя независимого государства Перисна. Настройка черт государства и найм советников – это фишки, которые были взяты из другого мода – Дипломаси. Конечно, что-то докручивал уже сам Микейдер. В целом, геймплей за короля отличается от геймплея за вассала, как и в ванильном Варбанде, лишь тем, что игроку надо следить за уровнем лояльности лордов. Конечно, в самом начале пути следует как можно скорее подмять под себя государство, от которого вы отпочковались. Благо, армия королевы Арван попалась мне на пути до того, как Элентор выбрал нового маршала на мое место. Я быстренько взял главу фракции в плен, и дальше все пошло как по маслу. Раздал на дело нескольким спутникам, переманил парочку лордов, а дальше с новообразованной армией начал победное шествие по ранее завоеванным землям. Да, мне буквально пришлось захватывать по второму кругу все города и замки, которые я до этого захватывал, будучи маршалом Элентора. Большие надежды я возлагал на свою жену. Вера в то, что наша любовь была сильнее ее преданности Арван, не покидала меня до самого конца. Но та осталась глуха к моим призывам, так что ничего не оставалось, кроме как скрутить благоверную и отправить в гости к матери, в тюрьму Галивы. Одумалась она лишь после окончательного поражения Элентора и виновато попросилась на службу. Я ее пожалел и даже вернул большую часть наделов. Думаю, урок из этой истории она извлекла. Тем временем мне осталось покорить 3 государства. Добить Драхара и царство Сокола, которые потеряли большую часть своих земель, и сокрушить самую большую существующую фракцию – империю Хакона, которая полностью поглотила Дварфийское королевство. Но завоевания были не самым сложным испытанием. Как я говорил, поддерживать порядок среди подданных, переходивших на мою сторону, оказалось куда сложнее. На протяжении всей игры, с поры, когда я стал хозяином Гальвы и Форда, у меня копилось золото, тратить которое было некуда. Да, я периодически докупал наемников, тратил деньги на амуницию или улучшение феодов, но эти расходы были смехотворны в сравнении с прибылью. Я также покупал землю и имел доход с предприятий, но у меня не было ни малейших идей, что делать с этим золотом, пока не начались суровые будни монарха. Большое счастье, когда к тебе переходил лорд со своим наделом. Но чаще знать меняла сюзерена как раз по причине того, что их обделили при раздаче феодов. Моя стратегия была проста. Честным и добрым вассалам я старался отдавать города. Они были наиболее лояльны и почти никогда не предавали. Воинственные получали в награду крепости, а склочным и жестоким я доверял только деревне, ввиду их неблагонадежности. Но к этой схеме я пришел намного позже победы над Элентором. Увы, но многие ценные со стратегической точки зрения наделы оказались в руках не самых лояльных мне лордов. И тут в дело шли подарки. Это ванильная механика. Если вы добивались расположения одной из леди своего государства, через нее можно было отправлять подарки другим лордам королевства, с которыми у вас отрицательные отношения. Не помню, как в Варбанде, но тут за 1 единицу расположения нужно было отдать 1000 монет. И именно поддержание нейтральных отношений со склочными лордами, которым я по своей неосмотрительности отдал замки и даже города, стало черной дырой, в которую утекали сотни тысяч золотых. Но поскольку, как я и сказал, больше тратить деньги было особо не на что, я не переживал. За всю историю существования королевства Перисна меня предало не больше 3 лордов, 2 из которых бывшие спутники, возомнившие о себе слишком много. Так или иначе, одно королевство пало за другим. Драхара, империя. Последний удар приняло на себя царство Сокола. Осада зала Фонтана была тоже весьма примечательной. Ее немногие счастливчики могли увидеть на стримах.
и после ее удачного завершения все земли Перисна стали единым государством под управлением принца Ханастилиона. Блять, проснись! Ханистилион. Ты обосрался! На самом деле у этой истории нет счастливого конца. Как нет и никакого единого государства Перисна. Герой этой истории, амбициозный и полный планов принц Ханастилион, на самом деле умер спустя 156 дней с момента прибытия в земли Перисна. А все, что я рассказывал вам до этого, не что иное, как предсмертный бред, несбывшаяся мечта молодого авантюриста, который хотел покорить этот мир, но погиб, столкнувшись с суровой реальностью. Те, кто играли, знают, о чем я. Но для тех, кто не понял, к чему я подвожу, речь о самой знаковой фишке модуля, а именно о вторжении фракции ZAN. Можно бесконечно долго рассуждать о том, насколько этот ивент вообще оправдан. Аргументов за масса. Банальное «я автор, я так вижу» – это уже весомый довод. Тем более, когда в настройках можно кастомизировать этот параметр наряду со множеством других. Я не буду лезть к другим игрокам и тем более к самому Микейдеру, пытаясь что-то им доказать. Лишь выскажу свою позицию как человека, который начал играть в этот модуль, не зная о том, что произойдет на 156-й день. Вообще поговорим о том, чего вы как игрок могли добиться к этому моменту. Не знаю, что там у 10к ММР в Варбанде, но я к 156-му дню только начал выходить из early гейма. Это как раз тот промежуток времени, когда мы смогли разгромить Талеранию и Гелдер. Я уже начал понемногу вносить импакт в бою, пускай и минимальный, пускай и в крысу расстреливая из лука врагов при осадах с какой-нибудь отдаленной позиции. Но я чувствовал ту самую положительную динамику, которая меня, как игрока, воодушевляла и давала стимул к дальнейшему развитию. И тут наступил день X. Появляется сообщение о вторжении, и пока ты не понимаешь, чего стоит ожидать. Поскольку до этого в сравнениях равнялся на Пендер, то и тут думал, что это будет нечто по масштабам напоминающее вторжение большой армии, просто с одним фортпостом. Можете имаджинировать мое ебало, когда я увидел это? Я помню этот день ИРЛ. Это был вечер воскресенья. Время было не позднее, я мог поиграть еще пару часов, но после увиденного у меня не то что в игре что-то делать желание пропало, я даже на мгновение волю к жизни потерял, настолько велико было мое потрясение. Конечно, на следующий день я занялся изучением вопроса, а как это контрить, в чем мне великодушно помогли и подписчики из телеги. Знаете, что о вторжении ZAN говорится на вики мода? Вам надо расслабиться и получать удовольствие. Воистину топ-1 совет жертвам насилия. Озон терпи, озон газона, озон терпи, газон терпи. Дело в том, что вторжение никак нельзя предотвратить. Можно лишь минимизировать ущерб, нанесенный при появлении захватчиков. На своем последнем стриме я экспериментальным путем устанавливал возможный сценарий отражения угрозы. Но ни один не дал результат, который можно было бы счесть удовлетворительным. В лучшем случае мне удалось защитить один город и 2 крепости из дюжин захваченных владений. Снова те, кто играл, скажут, что, мол, на вики все правильно написано. Сидим, не рыпаемся и ждем, пока все бегающие по карте отряды займут города, а затем воюем с этой фракцией, как с любой другой. Я вам отвечу так. Если это не игровой куколдизм, то что тогда? Вы никак не можете повлиять на ситуацию. Вот буквально никак, даже будучи лидером сплоченного Перисна. Только если перед вторжением в каждый гарнизон каждого города нанять 9999 солдат, но это уже эскапизм какого-то запредельного уровня, от которого меня повергает в ужас. Вот и остается просто озлобленно наблюдать за тем, как замки, которые вы захватывали буквально вчера, снова попадают в руки врага. И там вместо гарнизонов 600 человек уже 900 или больше. Но это, честно, уже не каждый вытерпит. И выбор у игрока следующий.
либо до 156 года не вступать в глобальную игру, будучи простым наемником, поднимающим уровень в одиночку, либо захватывать одни и те же владения по второму, а иногда, как в моем случае, по третьему кругу. Хотя, кажется, я нашел еще одно решение. Конечная цель игры – объединить все земли континента под властью одного государства. Так почему бы не позволить Зан стать единоличными властителями Перисна? Проблема в том, что поступить к ним на службу в качестве вассала нельзя. Мод на фриланс позволяет нам примкнуть к фракции только в качестве обычного воина, а нас это не устраивает. Получается, идея обречена на провал. Ну, вообще-то нет. И я нашел лазейку, позволяющую обойти эти ограничения. Но для этого вам придется либо очень быстро действовать в начале игры, либо отложить вторжение до тех пор, пока у вас не получится создать собственное государство. После этого через вашего советника вы можете отправлять послов к главам других фракций. Все, что требуется, убедить императора Зан взять вас под свое покровительство. Я проверил эту схему, и она работает. Вот весь Перисн во власти захватчиков, а я один из самых влиятельных лордов в составе фракции, так как сохранил свои наделы. Сама по себе концепция вторжения крайне занимательна. Тебя подводят к этому планомерно. Через диалоги с некоторыми NPC, квестами от гильдии авантюристов. Есть даже спутник, который напрямую говорит об угрозе Зан и просится в отряд. Но на фоне общей духоты мода, его гигантизма и гипертрофированности, в которой ты не живешь, а выживаешь, приход Зан ощущается как последняя непреодолимая преграда. По крайней мере для человека, который решил именно что поиграть в модуль, а не провести там остаток жизни. Ну, да ладно, не вторжением единым выделяется этот мод на фоне других. Завезли сюда и множество других побочных квестов. Как и в Пендере, многие эти задания спрятаны от игрока, и придется внимательно поискать тех, кто их выдает. Но все же большинство таких историй, как и в партийных ролевках, начинаются в таверне. Все задания тут расписывать не буду, большинство, скажу честно, вкупе с калечным переводом не несут ни лорной, ни геймплейной ценности. Расскажу лишь о самых знаковых из тех, что я проходил. Поиски убийцы королей. В таверне города Амара вы можете встретить барда, который расскажет вам о клинке убийцы королей. Министрель скормит байку, что клинок хранится либо в корешке какой-то древней книги, либо в грифе некой лиры, что само по себе звучит максимально странно. Но подозрений у нашего героя не вызывает. Поэтому он соглашается отправиться на поиски двух предметов. Чтобы найти фолиант, придется поездить по замкам и порасспрашивать разных людей, выслушать их истории. В общем-то тут ничего интересного. Ну а лиру предстоит отобрать у бандита Секра Валахира, после чего можно возвращаться с предметами к барду, что опять же странно, ведь герой сам мог проверить книгу и лиру на предмет наличия скрытого клинка. Но вот поворот, на самом деле клинок все это время был у барда, который отправил нас на поиски, а это было лишь испытанием. Так или иначе, он дает нам неплохой именной меч, который наносит повышенный урон лордам. Поиски дуэлянта. В другой таверне вам может повстречаться оружейный энтузиаст, который расскажет вам историю о неком дуэлянте. Узнать подробности об этом персонаже вам предложат, порасспрашивав местных тренеров в тренировочных лагерях. Но за информацию придется расплатиться, и нет, не золотом, а победами. Одолев нескольких чемпионов, мастер отправит вас в Великую библиотеку Галлива. Там один из ученых может одолжить вам книгу о том самом дуэлянте, из которой станет известно, что сейчас он дерется на арене в Калитаке. Посетив ее, можно бросить вызов дуэлянту, но сперва он предложит вам победить его учеников. После уже появится возможность сразиться с самим легендарным фехтовальщиком. За победу над ним он одарит вас своей уникальной рапирой, пробивающей блоки, и опционально может отправить с вами нескольких своих учеников. Поиски бессмертных. В таверне Грунда есть сумасшедший, который что-то лепечет о красных бессмертных, легионе, существовавшем еще в старой империи Хакон. Безумец утверждает, что есть способ выйти на их след, и посылает в библиотеку Галлива. Там великий ученый говорит,
что поделится информацией, если вы поможете вернуть ему украденную разбойниками реликвию. Как только дело будет сделано, вас направят в Арману, к другому ученому, а тот, в свою очередь, посоветует обратиться к искателю мифов. Тот скажет, что нам следует осмотреть окрестности деревни Вархан, и близ нее можно наткнуться на патрульную группу красных бессмертных. Одолев ее, вам предстоит сразиться с большим отрядом, возглавляемым лидером этой минорной фракции Мактобилусом, и только победив его, вы получите именной щит Эгида. Поиски Ремуса. В таверне Мерденхолл вам может встретиться рыцарь Ремус. Он расскажет вам проникновенную историю о том, как в Перисно возник Орден Волка, и о том, какую роль в этом сыграл он со своим братом. И если не вдаваться в детали, то жили братья в деревне. Потом один совершил проступок, за который его должны были изгнать. Но второй брат, то есть Ремус, решил, что уйдет вслед за родственничком. Потом в них проснулась невероятная сила, они сделали сперва карьеру гладиаторов, потом заделались наемниками. Но день ото дня вместе с силой в них росла ярость. Они собрали отряд таких же свирепых бойцов, рыцарей Волка, и однажды совершили налет на торговый обоз. Ремус не смог убить мальчишку-караванщика, за что брат клеймил его слабаком, пырнул заточкой в бок и бросил умирать. Ремус умер, но выжил, и теперь ищет своего брата, чтобы остановить его кровавое безумие. Когда мы встретим Ремуса в следующий раз, он скажет, что группа великанов Суд прониклась идеологией насилия, насаждаемой рыцарями Волка, и ищет встречи с ними. Он попросит нас убить гигантов, чтобы они не попали под влияние его брата. За победу над отрядом великанов Ремус даст нам 10 тысяч золота и 1000 опыта. Верховная жрица Хивачи. В замке Рейхсберга можно встретить верховную жрицу драконьего культа, которая предложит игроку оказать ее пастве услугу. Первым заданием в этой цепочке квестов будет сопровождение наездников на вивернах. По дороге в конечный пункт на вас совершит нападение группа сектантов. Отбившись и закончив миссию по эскорту, возвращаемся к Хивачи. Та обеспокоена нападением и просит устранить как минимум 5 групп сектантов. Как только это задание будет выполнено, жрица прикажет вам сразиться с предводителем секты, Киником. За победу над ним она наградит вас не только золотом, ездовым дрейком, но и своей компанией, став для вашего отряда компаньоном. Квесты или кафалки. В таверне Вольдеберга можно столкнуться с агентом фракции или кафалки, который предложит вам поработать на них. И если вы согласитесь, первым заданием станет нападение на караван Рейха, который перевозит золото. Совершив налет, возвращаемся к нанимателю и слушаем детали следующей миссии. От нас требуется победить армию лорда Рейха. Речь тут идет не об именном лорде. После принятия задания у стен города произойдет спаун отряда, который необходимо будет разгромить в бою. Сообщив агенту об успехе, направляемся на следующую миссию. В этот раз устранение отряда драконьих жрецов. Как только они будут повержены, шпион сообщит о необходимости устранить жестокого убийцу по имени Гуннар, который убил немало иликийцев. Его отряд также благополучно заспавнится под городскими стенами. Ну и последней целью станет захват самого Вольдеберга. Выполнив эту цепочку заданий, вы станете врагом Рейха. Но наградой за все старания будут не только деньги и опыт, но и отношения с фракцией или кафалки, а также возможность найма их отрядов. Прежде чем перейти к последнему, самому сложному квесту, который я хотел бы рассмотреть, сделаю пару ремарок по тем заданиям, что я разобрал выше. Все эти описания, что я озвучил, буквально информация с вики. Увы, но в самой игре все далеко не так просто и интуитивно понятно. Большинство стадий квестов просто не отмечаются в журнале, из-за чего становится непонятно, двигаешься ли ты по квесту или стоишь на месте. Например, в ситуации, когда надо было бросить вызов Секру в борьбе за Лиру, он говорил, что будет ждать меня во дворе замка на разборке. Но, как вы могли уже догадаться, его там не было. И я думал, что квест сломан, пока не понял, что речь идет не о внутреннем дворе, а о глобальной карте, где меня поджидал его отряд.
И даже после этого я не мог понять, что задание продвинулось, ведь взяв бандита в плен, у меня не было возможности вытрясти с него лиру. В инвентарь как предмет она не упала, а сам журнал никаких новых пометок не содержал. И если бы не Вики, я просто бы дропнул квест. То же самое со многими другими заданиями. Например, последней стадии квестлайна или кафалки, где нас просят завоевать Вольдеберг. Я отбил город, будучи маршалом Элентора. И эту победу мне не засчитывали до тех пор, пока я не создал свое королевство. Хотя это было тоже совершенно не очевидно. Даже опуская техническую часть, если рассматривать только нарратив и геймплей. 90% заданий представляют из себя весьма посредственную беготню от точки к точке, где вам предстоит либо с кем-то поговорить, либо кого-то победить. Возвращаясь к истории обретения силы через получение артефактов. Ни один из вышеперечисленных уникальных предметов не дает настолько ощутимого буста, как, например, покупка нолдорского снаряжения в Пендере. Ну и, наконец, логические несостыковки. Вроде той, что Хивачи, напоминаю, жрицы драконьего культа Рейха, не против вместе с нами выполнять миссии или кафалки. Это лишний раз наталкивает на мысль о фрагментированности и бессвязности всего происходящего в Перисно, где каждый отдельный элемент не нативно связан с другим, а грубо пришит к плоти, нарощенной на скелете изначально ограниченной концепции мира, который желает казаться чем-то большим, чем он есть на самом деле. Это также подтверждается и другими факторами. Например, отсутствием какой-либо уникальной концовки при решении закончить жизнь искателя приключений. Я пробовал делать это, будучи королем, и в качестве вассала. В обоих случаях мне выпадала одна и та же концовка, как будто я состоял на службе. На фоне уникальных слайдов из Пендера это выглядит крайне удручающе. Другим фактором является полная безликость компаньонов. Если в обзоре на Пендер мне было жаль, что я не смог выкроить пару минут, чтобы рассказать о них и их влиянии на геймплей, то тут мне просто не о чем говорить. Спутники в Перисно — это просто именные NPC с навыками, ни больше, ни меньше. По умолчанию в настройках для них отключены конфликты, но что-то мне подсказывает, что сделано это было намеренно, по причине того, что они из себя ничего не представляют. И их обсуждение я считаю бессмысленной тратой времени. Скажу лишь то, что в моде имеется 19 обычных соратников и 3 уникальных. Ну и настало время переходить к десерту. Квест «Победа над ужасным» — это воистину апофеоз всего гигантизма и мегаломании мода. В Перисно есть свой аналог еретиков из Пендера, только ведет их не Айгрим-пожиратель, а некто ужасный. Он себя никак не проявляет, пока игрок не достигнет показателя в 4500 известности. Как только эта планка будет взята, запустится событие, в ходе которого с вами свяжется гонец и попросит срочно прибыть в Гальве. Там, у стен города, вас будет ждать армия ужасного, победить которую не составит большого труда для персонажа на такой стадии игры. Но это только затравочка. Настоящее испытание вас будет ждать в месте под названием Святилище Грознира. И прежде чем продолжить, хочу задать вопрос. Играя в симулятор средневековых боев с элементами стратегии, вы хотите, чтобы ваш привычный геймплей был разбавлен чем-то необычным? Полагаю, что хотите, раз уж речь идет о модах. Тогда другой вопрос. Чем именно вы бы предпочли уколоться? Может, небольшую инъекцию ролевого отыгрыша? Звучит неплохо, тем более, что игра к этому располагает. Да и сам Микейдер к этому неравнодушен. Взять хоть эту интересную механику с проверками на убеждение вражеского лорда отказаться от идеи атаковать ваш отряд. Быть может, вы хотели бы упрочить стратегическую составляющую, добавив опции для непрямого контроля своих юнитов в бою. Тоже неплохо. А знаете, что лучше? Ебануть ваш Warband Souls-like, заставив игрока выдрачивать раз за разом одних и тех же врагов в ограниченных локациях, заучивая паттерны их поведения и ломая клаву каждый раз, когда тебя с одного удара шотает иномирная ебака. Демоверсия такого экспириенса ждет вас во вступлении за гнома с предысторией шахтера Кайкота.
Ну а полноценный Souls-like фистинг — это нападение на святилище Грознира. Это третий раз за игру, когда Мои нервы были на пределе. и я тянулся к читам. Кризис с штурмом Форда я пересилил. Вторжение Зан перенес на тысячелетия вперед, в надежде, что будущие поколения ученых Перисна изобретут турели или ядерное оружие, которое остановит захватчиков. Но битву в святилище Грознира на честной сложности я не осилил. И можете кидаться в меня фекалиями и ссаными тряпками, но я не верю, что человек, который знает, что такое душ и трава, растущая на улице, которую хоть изредка, но надо трогать, сможет пройти это испытание без сниженного урона. И знаете, что самое смешное? А награда — это фулл сет этого чела, который по характеристикам, блять, хуже, чем мои доспехи. Да, там еще дают неплохого коня и меч с лайфстилом. Но поверьте, ни первое, ни второе не стоит тех мучений, что выпадут на вашу долю. В целом, как я уже сказал, квест ужасного — это один из самых показательных моментов мода, наравне со вторжением Зан. Вы можете сопротивляться, можете пытаться превозмочь и даже, потратив сотни часов, добиться победы. Но, как я уже и говорил, эта победа будет первого. Каждому свое, и подводя итог, хочу сказать, что мне Перисна как модификация вполне могла бы понравиться. В ней есть свежие идеи и механики, но им не хватает какого-то общего знаменателя. Сейчас единственное, что связывает все элементы мода, это запредельная сложность. Но этого, как мне кажется, недостаточно. Кто-то будет упрекать меня в сравнении с Пендером, но у нас здесь буквально два фрукта, выросших на одном дереве. И не просто на одном дереве, а на одной ветке. И если, откусив один, я почувствовал приятный, сбалансированный и терпкий вкус, то, надкусывая второй, я ощутил сочетание несочетаемого. Сладкий, но горький, соленый и кислый, пресный, но острый. Этот мод просто не для меня. И я точно знаю, что проблема вовсе не в том, что первым я попробовал Пендер. Ведь абсолютно не важен порядок, важен лишь вкус и предпочтение. А Перисна, увы, в мои предпочтения не уложился. Это лишь мнение одного человека, не больше и не меньше. А своим мнением вы можете поделиться в комментариях, особенно если оно отлично от моего. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Я тут немножко приболел и местами гундосил, говорил через нос, но надеюсь, это не помешало вам насладиться видеоматериалом. Если вам понравилось, буду рад подписочке на канал и телегу. И, конечно же, жду от вас предложения по следующим модификациям на обзор. С вами был Честный Гомес. До скорых встреч. Ой-ой-ой, он такой быстрый! Блять, да пошел ты нахуй! Пизду, я этот контент проходить не буду. Это полнейшая залупа.